Всем привет! Сегодня я к вам с гамбургером. Вкуснее, чем в Макдональдсе. А все из-за того, что здесь вкусное, качественное мясо, говядина и бараний жир, курдюк. Как приготовить в домашних условиях вкусный гамбургер? Смотрите и наслаждайтесь. Гамбургер – то блюдо, которое, конечно же, лучше кушать с огня, с пылу, с жару, то, чего я не очень люблю, но приходится делать. И здесь главное, конечно, сам гамбургер, фарш, булочки и все остальное содержимое. Сначала я все подготавливаю для того, чтобы начинать жарить. Фарш я делаю сразу же у мясника, прошу вот соединить то, как я люблю. На килограмм фарша для 4 гамбургеров, каждый гамбургер 250 граммов у меня, вымешивается 800 граммов, 750-800 граммов говядины я прошу и 250-200 граммов, то есть в зависимости сколько говядины получилось, курдюка, бараний жир. Это очень вкусно получается. Соль и перец. Все. Больше ничего в фарш не добавляю. Если вы любите в бургере самом, чтобы был лук, то можно мелко перемолоть туда лук, но чтобы кусочки не чувствовались. Но я не кладу. Булочки, обычные булочки для гамбургера режу пополам. Их нужно будет поджарить. Огурцы. Вот 4-5 огурчиков. И вот если они у меня вот такие кривоватые, я их вот так пополам разрезаю, нарезаю тонкими вот такими вот слайсами и складываю отдельно на тарелочки. То есть все должно быть уже готово перед тем, как мясо пойдет, котлета пойдет на сковородку. Вот все делаю на 4 гамбургера. 4 салатных листа сразу же приготавливаю, нарезаю огурчики, нарезаю 1 помидор, вот где вот эта вот попка, ее просто треугольничком вырезаю отсюда и все. И тоже складываю на тарелочку. И полукольцами нарезаю лук. Я беру обычно красный лук, на мой вкус он вкуснее. Так как у меня все любят лук, и лука я немало так кладу в гамбургер, поэтому я беру целую небольшую луковицу. И лук немножко вот так вот раз отделяю все полукольца. Сразу же его немножко вот так вот. И чуть-чуть с небольшим нажатием вот так вот с солью перемешиваю. Он так вкуснее. Все подготовлено. И соус. Соус, который вот нам нравится, несколько ложечек чайных майонеза, которым я буду смазывать булочку. И кетчуп. И вот кетчуп с майонезом просто перемешиваю. Практически 1 к 1, можно майонеза чуть побольше. Но вот до однородности перемешиваю. Дети у меня также любят макать в этот соус потом картошку фри или чипсы, как у нас это здесь называется. Просто до однородности. Так бургер получается намного сочнее тоже. Но, конечно, самая сочность, это всегда зависит от того, какая у вас котлета. У меня дети в Макдональдсе вообще не признают бургер, чувствуют искусственность и сою, поэтому только из хорошего мяса. Тогда бургер получается очень вкусный. Все, перемешала, тоже готово. Сковорода должна быть абсолютно разогретой, должен идти прям вот дымок. И пару таких вот плевков я делаю растительным маслом. На самом деле с бараньим жиром этого можно не делать, но я люблю. Кладу котлеты, вот прям дым идет от сковороды. Жарю по 2 котлеты. И вот так вот двигаю сковороду, чтобы вот этот бараний жирок распределился тоже по лопастям. Потому что сразу же начинаю поджаривать булочку. Это обязательно вот на этом бараньем жирке. Это будет очень-очень вкусно. Ее нужно прогреть и чуть-чуть поджарить. Жарю на самом сильном огне, и степень прожарки зависит от того, какую вы предпочитаете.
То есть кому-то я, допустим, хорошо прям прожариваю, а кому-то у меня любят, чтобы немножко внутри было с кровью. То тогда это буквально, ну вот минутка. Так как сковорода полностью раскаленная, то вот уже вот это вот, когда вот так сильно прям поджарилась, это я практически всю котлету буду прожаривать. Эта булочка уже готова. Снимаю и кладу следующую. Тоже вот так, чтобы жирок на нее попал. Пока жарю котлеты, вот на второй конфорке жарю картошку фри. Можно взять готовую. Обычно, когда гамбургеры делаю, так готовую. Вот беру нарезанную. А так можно сделать и домашнюю, и просто из картошки. Оставила ссылку в описании. Посмотрите, можно сделать очень вкусную картошку самим дома из обычной картошки. Вот такую картошку фри или чипс. На булочку мажу соус. Я кладу сначала салатный лист, котлету, помидор. Еще добавлю сюда половиночку. Огурец. Я прям кладу достаточно так вот огурчиков. Раскладываю лук. Опять шакалы пришли, если слышно. Воют. Накрываю булочкой. Добавляю картошки фри. И вот такой вот вкусный гамбургер готов. Делается очень быстро. Конечно, важно здесь фарш, поэтому я вам раскладку вот дала. Готовьте такой фарш, не добавляйте ни свинину, ни и лук сюда даже не нужно добавлять. И он будет очень-очень вкусный у вас. Делайте такой гамбургер, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.